Друзья, всем привет! У нас сегодня очень интересная тема, а именно генерация тестовых данных. Иногда возникает необходимость быстренько сгенерировать какие-то, допустим, имена, фамилии, адреса или что-то такое. Ну, к примеру, вот мы хотим, допустим, получить там Вася Пупкин, да? Вася Пупкин, адрес там 123, какой-то там тест-драйв, не знаю, потом что-то такое подобное, да, и номер телефона какой-то, 234, 234, да, что-то такое. То есть мы хотим создать быстренько такие тестовые данные, но мы не хотим специально писать что-то для этого. То есть мы хотим воспользоваться специальным готовым фреймворком. Вот. И для этого как раз таки нам прекрасно подходит такой фреймворк, как Java Faker. Так вот, если мы зайдем на Maven репозиторий, а напоминаю, что такое Maven, это система, значит, хранения данных, хранения библиотек, которые мы можем впоследствии использовать в наших проектах. То есть заходим на Maven репозиторий, и здесь у нас есть такая штука, как Java Faker. Библиотека работает не только в Java, она также изначально была написана для Perl. Вот. Для Perl, в смысле, не для шутки, а именно для языка Perl. Так вот, можем взять последнюю версию библиотеки и использовать ее в нашем проекте. Видите, здесь у нас есть непосредственно, как ее можно воткнуть в наш проект. Допустим, можно с помощью Maven, а можно с помощью Gradle, а тут даже и Kotlin, и что угодно есть. Так вот, если мы создадим новый проект, а давайте как раз таки создадим новый проект, открываем IntelliJ IDEA, мою любимую среду разработки для Java, наверное, вашу тоже. Создаем новый проект, назовем его Java Faker. Итак, создаем с помощью Maven, используем, значит, версию Java 19, а тут больше ничего не трогаем. Git репозиторий создавать не будем. Create. Так, у нас вроде все уже прокачалось, можем, в принципе, добавлять у нас в POMaximal, то есть наш файл с Maven. Напоминаю, значит, у нас есть Maven файл POMaximal, где мы прописываем все зависимости, все библиотеки, потом main.java у нас самый главный файл, где находятся все штуки, связанные с Java, ну, непосредственно главный код, вот, в main классе. И main функция, естественно, в которой все запускается. Итак, мы копируем это все отсюда, берем, заходим в POMaximal. Что нам нужно? Нам нужно прописать эти dependencies. Давайте поэтому откроем тег dependencies. И здесь попишем dependency. Я неправильно написал. Ага. Удалим лишнее. Теперь должно работать. Вечная проблема с тегами. Иногда неправильно прописываешь и думаешь, почему не работает. Так, удалим этот hello world, он нам не нужен. Далее мы используем классический OOP, чтобы создать экземпляр класса. Экземпляр класса Faker. Вот он здесь. Как только мы написали Faker, у нас автоматом произошел импорт. Пишем Faker равно new Faker. Все. Дальше что? Дальше мы работаем с этим классом Faker. А вот, допустим, у меня автоматически стоит Tabnina. Это такой плагин, который автоматом прописывает код. Давайте-ка его выключим. Потому что мне не нужно сейчас прописывать код автоматически. Просто реально ИИ помогает просто генерировать код буквально. Это реально круто. Далее. Мы пишем, собственно говоря, system out println. И здесь прописываем, допустим, что? Пишем faker. Address. City name, допустим, да? Напишет и, значит, название города. Ну, давайте перед этим еще напишем system out println. Пускай у нас будет faker. Ой, тут много довольно всего. Ну, пускай будет name. Full name. Пускай full name. Я забыл прописать еще, видите, что надо прописать здесь еще одну name, Chuck Norris, здесь тоже fact, допустим. То есть я прописал вот такую цепочную функцию, да, и, видимо, забыл какие-то еще элементы. А name, давайте не full name напишем, а здесь что-то просто name. Все, теперь все прописалось, значит, у нас правильно. То есть не забываем faker.name.name, fakerartist.name. То есть такая цепочная функция получается. Всегда набираем точку и смотрим, какие еще методы есть в этом Faker классе, чтобы полностью прописать это все дело. И все, после этого работает. И при запуске еще раз оно генерирует вам снова другие уже параметры. Видите так? Вот такой интересный способ генерации тестовых данных. Быстренько, без проблем нагенерировали, что нам нужно. И потом используем в наших тестах. Все эти параметры можно, естественно, загнать в какую-то определенную переменную. И эту переменную дальше использовать. Очень удобно, очень круто. Советую. Вот, классная штука. На этом все. Спасибо за внимание. Пока. Будут еще новые видео, поэтому подписывайтесь сразу, будет очень интересно.